В предыдущем видео я обещала рассказать о том, что мне нравится и не нравится в России. Но когда я стала снимать ролик, то поняла, что видео получается слишком долгим. Поэтому я разбила его на две части. А сегодня я расскажу о том, что мне нравится, а в следующий раз, что мне не нравится. Так что подписывайтесь, если интересно, а мы продолжим через 4 секунды. Всем привет, меня зовут Мэри Джейн, я родом из Филиппин. Последние 7 лет я жила в основном в Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах, и также немного в Вьетнаме, Малайзии, Грузии и Армении. А последний год я живу в основном в России, и я знаю, что многим русским не нравится жить здесь. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко. В этом нет ничего странного, потому что мы знаем о проблемах тут и не знаем о проблемах где-то там. Мы впечатляемся красивыми фото или устав от холода, хотим тепла. В нашу психику заложено хотеть перемен. Мы всегда мечтаем о чем-то лучшем, и это очень хорошо. Потому что если бы не это, мы бы так и жили в пещерах или лазали по деревьям. Но порой, когда мы к чему-то привыкаем, то перестаем замечать и ценить это. Поэтому сейчас я вам расскажу, чем мне нравится в России по сравнению с теми странами, где я бывала. Итак, первое, что я заметила, попав в Россию, это красивая архитектура. Мне нравятся здания, которые имеют современный дизайн, здания времен СССР и даже до революционной России. Небоскребов, конечно, не так много, как в азиатских столицах, но они не особо то и нужны, когда так много земли. Но ни одна из стран, где я бывала, не может похвастаться таким историческим наследием, кроме разве что Грузии и Армении. Мне нравится, что общественный транспорт здесь очень удобен. Есть много доступных вариантов. Метро, автобусы, троллейбусы, электрички, поезда. Можно даже арендовать автомобиль через приложение типа Яндекс.Драйв, а также взять на прокат велосипеды. На Филиппинах пока не так много вариантов. Единственный из посещенных мной городов, где транспортная система сравнима с Москвой, это Сингапур. В любом случае, в Москве общественный транспорт очень крутой. Жаль только, что глядя на другие города, можно подумать, что Москва – это отдельная страна. Разница огромна. У нас на Филиппинах разница между провинцией и столицей Манилой тоже большая. Но все же Манила сильно уступает Москве. Московское метро – это и архитектура, и транспорт. И оно настолько впечатляет, что я решила упомянуть его отдельно. Говорят, каждая станция имеет уникальный дизайн и освещение. Я люблю ездить на метро, потому что никогда не знаю, как будет выглядеть следующая станция. Всегда есть элемент неожиданности. Сингапурское метро тоже крутое, чистое и технологичное. У них даже есть ветки с автоматическим управлением поездом без машиниста. Но их станции все одинаковые, и можно запросто перепутать, если торопишься. Метро в Куала-Лумпуре и в Бангкоке старается быть как сингапурское, а вот в Маниле оно сильно отстает по уровню, и кондиционер почему-то плохо работает. Мне нравится, что есть красивые цветы почти везде, куда ни посмотри. Даже на неухоженных землях растут красивые цветы. Я люблю смотреть на них и нюхать. Они всегда вызывают у меня улыбку. На Филиппинах и даже в Сингапуре такого почти не встретишь. В основном везде зелень без цветов. Цветы растут только там, где они посажены. А вдоль дорог в основном забетонировано. Потому что иначе у нас очень много всякой живности. Каждая страна уникальна своей природой. Но из-за размеров страны природа России одна из самых разнообразных в мире. Я пока не везде побывала, но мне очень нравятся леса, реки, озера, поля с холмами и особенно горы.
На Филиппинах природа совсем другая. Конечно, там тоже есть красивые места. Филиппины особенно славятся своими пляжами. Но у нас есть и горы тоже. Просто здесь интересно, потому что в России разные сезоны. Например, осенью все листья становятся желтыми, а иногда красными. Это красиво. Зимой все белое. Весной все расцветает и появляются цветы. И еще можно собирать березовый сок. Ну и, конечно же, прекрасное лето, когда можно пойти гулять в юбке или платье. В общем, разные времена года добавляют разнообразие. Мне это нравится. Парки – это такая мини-природа в городской среде. И мне нравится, как много парков в России. Часто они недалеко от дома и хорошо благоустроены. Даже в небольших городах, хотя благоустройство порой скромнее. Все равно на Филиппинах, откуда я родом, не так много парков. Например, когда мы с семьей хотим попасть в парк, мы едем на машине около 20 минут. И там практически нечего делать. Я очень люблю парки, так что в России они делают меня счастливой. Мне нравится погода в России. Это может звучать так странно для вас, но она мне действительно нравится. Потому что здесь не слишком жарко и я не так много потею. Так как я жила в жаре всю свою жизнь, я не большой ее фанат. Я помню множество моментов, когда я отказывалась идти пешком, даже если это всего лишь 5 минут ходьбы, и я предпочитала поехать на джипни, потому что слишком жарко. Ужас! И здесь я могу одеться по погоде и пойти куда мне надо, когда хочу. В Юго-Восточной Азии обычно узкие дороги и вообще нету места для пешеходов. Но из-за жары люди не очень-то и стремятся ходить пешком. Когда я впервые оказалась в России, я помню, гуляла по Москве и переживала, что меня собьет машина. И потом я поняла, что я была на тротуаре, а не на дороге. Я перепутала, потому что ширина тротуара была намного больше, чем дороги в моем родном городе. Да, мне нравится, что я могу ходить и не переживать, что машина собьет меня. Мне нравятся продуктовые магазины в России. Они обычно близко к дому. И даже если они небольшие, в них почти всегда есть все необходимое. Еще мне нравятся некоторые продукты, которых у нас нет в Азии. Но про это я буду делать отдельное видео. Так что в этом не буду спойлерить. Помимо самих магазинов, мне нравится еще пара вещей, связанных с ними. Мне нравится, что люди в России имеют привычку приносить с собой свои сумки, чтобы беречь окружающую среду. На Филиппинах некоторые магазины уже делают это. Но, к сожалению, многие люди до сих пор не привыкли носить свои сумки. Надеюсь, это скоро изменится. Я была впечатлена кассами самообслуживания. Когда первый раз я увидела это в большом магазине. Я могу сама подойти, просканировать свои покупки, отплатить и пойти дальше. И не нужно ни на кого рассчитывать. Наверное, вы посмеетесь надо мной, но в Азии я никогда не видела мойку самообслуживания. Обычно мы моем машины сами из шланга. Или приезжаем на мойку, где это делают специально обученные люди. Но мне нравится эта штука, поэтому я рассказала о ней тоже. Я не знаю почему, но я чувствую себя в России безопаснее, чем на Филиппинах. По моим ощущениям, здесь меньше карманников и воров. И я могу спокойно пользоваться телефоном, не боясь, что у меня его выхватят и убегут. Но Филиппины не опасная страна для путешествия. Там красиво, и филиппинцы очень дружелюбные к иностранцам. Но в многолюдных городах, особенно Манила, встречаются воришки. Так что мы воспитаны всегда быть вредительными в общественных местах. Забавно, что мои русские друзья, живущие на Филиппинах, чувствуют себя безопаснее там.
Наверное, потому что мы не знаем всего того плохого, что происходит в других странах. А как вы думаете? Конечно, больше всего в России я люблю людей. Они делают мою жизнь веселой и счастливой. Я уже рассказывала о русских и о том, что делает их уникальными в моем предыдущем видео. Если вдруг не смотрели, обязательно посмотрите. А на сегодня все. Боже, я так устала. Еще одно видео.